Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Понятное дело, что ночь, на улице темно, к тому же у нас довольно зеленый район, поэтому дома среди зелени так только виднеются, хотя, казалось бы, многоэтажки. Вот. Как выглядит балкон, все знают. Я тут доставала тюль, вот поэтому тут вот так сделала, так как у нас нету сетки. В 90-е вот именно так все застекляли, поэтому приходится вешать просто вот такую сетку, ее по-другому ничего не придумаешь. Но зато можно открыть окно и хоть что-то, по крайней мере, ночью. Хотя, в общем-то, не витринки, если честно. Такие дела. Попробуем в этой комнате побыть с ушастым. Уже другой день, я иду на почту получать посылку. Вспомнила, что у меня вот эти джинсы даже с этикеткой. Я в Glory Jeans брала 2 пары по 300 с чем-то рублей. В том году одни раз надела, и как-то все-таки я сейчас уже перешла чисто на треники. Но в этот раз решила, думаю, дай-ка я эти надену. Смотрю, там вообще этикетка, все такое. Это 40 размер, у меня вообще 42, я стараюсь обычно брать. Тем мне и нравится Glory Jeans, что размер в размер. Был сток 40. Я сегодня ходила в пятерочку и в аптеку. В аптеке я взяла ламинария, слоевище, да, что ты будешь, потому что захотелось мне чего-нибудь эдакого, потому что не хватает белка. Меня сейчас потянуло очень сильно на рис, я уже 3-й день подряд ем рис, и пока что я им не наелась. И соевый соус, а рис, соевый соус, это вот нехватка белка, потому что одно время я перестала пить всякие спортивные добавки, там, вот это вот белок, изолят, протеин. Но я ела кашу гречневую, потом я ее перестала есть, сейчас я ее ем, но немного, и, в общем, у меня нагрузки, все дела, поэтому не хватает белка, и помимо гречки меня прям тянет на рис с соевым соусом и плюс вот ламинария. Но это в данном случае тоже к нехватку белка относится. Кому интересно, может, кто не видел, как это выглядит. Я вообще раньше морскую капусту терпеть не могла. А потом я купила что-то вот подобное в аптеке, и мне очень не понравилось, потому что был очень резкий запах, все это соленое и вообще какое-то, и не могла это есть. Потом я попробовала вот эти нори, чипсы такие с перцем, поняла, что это вкусно, а потом уже смогла спокойно есть и просто вот нори, вот эти большие листы, и салат из морской капусты покупала. Но сейчас я поняла, что мне вот именно снова хочется то, что когда-то мне не понравилось. Вот так это выглядит. Довольно-таки такие жесткие кусочки. Это в суп добавлять или еще при приготовлении каких-то блюд. Но можно и так жевать. И я поняла, что мне даже этого резкого запаха не хватает. Но здесь пакет, вот он такой, как бумажный, и все-таки не такой яркий запах, это меня расстроило. А так, по вкусу, самое то. Собака у меня ламинарию в таблетках обожает, просто вырывает аж у меня из рук. А эту как-то так. Еще мне нужна была аскорбинка в ампулах. Сегодня с утра последнюю забрали. Я говорю, наверное, B6 у вас нет тоже. А они мне говорят, нет, у нас осталась упаковочка. Отлично. Мне бы, конечно, B1, B12 еще для полного счастья. Так, в пятерочке я купила кефир. Один купила 3,2, а второй 1%.
Этот я буду пить, а этот мне нужно будет заморозить. Хочу кое-что приготовить, попробовать. Вообще я кефир из пятерочки не люблю, вот такая красная цена. Мне нравится вот из дешевого сегмента в магазине Верный. Вот их кефир, там ромашка нарисована, ну, впрочем, здесь тоже ромашка. Этот по 37, и тот, и другой стоит, а там еще дешевле, по-моему, цена, ну, по крайней мере, была точно. Но дело не в цене, а в том, что там более мягкий кефир, более у него мягкий вкус, чем здесь. Ну, да ладно, без разницы. Опять же, ну, возвращаюсь к протеину, не знаю, наверное, надо будет потом с iHerb заказывать. Но пока у меня есть. И также для разнообразия взяла у них ряженку. Ну, потому что я такие вещи привыкла брать вообще в Ашане. Либо, если здесь, то это, как правило, магазин Верный, я уже знаю, что брать, либо в Ашане. Ну, окей, как бы. По такой жаре я не поеду. Так, еще я взяла лук. Но я всегда сейчас беру немного лука, так как он и портится, и все дела, и редко встретишь лук прям хороший. Поэтому беру, он у меня достаточно быстро уходит себе, собаке. Ну, картошка, морковь у меня еще есть, но, честно говоря, я сегодня так удивилась ценам, потому что картошка, типа, у них только ранняя по 78, по 87 морковь, типа, вообще, как бы меня это не устраивает, поэтому брать не стала. И вот яйца, наоборот, стали стоить 3 десятка, 155 рублей, потому что тем летом они стоили, вернее, весной 122 рубля, а потом вот у них к Пасхе ценник поднялся там 222, потом 285, ну, понятно, что никто у них это брать не стал в таком количестве, поэтому сейчас у них ценник уже 155 рублей. Но я к этому времени в Ашане по 16 с копейками взяла за десяток яиц. У меня вот там их в холодильнике. Я их 100 штук купила. И, ну, сейчас чуть меньше, потому что я пеку, но тем не менее достаточно много. Ну вот, такие были у меня покупочки. Еще я кое-что забрала с почты, но это имеет отношение к творчеству, поэтому я покажу в хобби-влоге. Это мой ужин: рис с соевым соусом и морской капустой. Уже другой день, утро, хлебопечкой напекла хлеб. Ну, ночью я перед сном поставила. А этот хлеб я возьму с собой в студию, угощу ученицу. Ну вот, мы сегодня последний день вроде как здесь, получается. Так что как-то так. Решила поснимать еще раз. Сейчас будем заниматься. Вид из окна. Это Новослободская, если что. Я уже дома. Заходила в пятерочку. Купила 2 пакета муки по 41 рублю. Эта мука хорошая, беру не первый раз, она мне нравится. Ну и, соответственно, взяла. И заходила в аптеку, в аптеку столички, забирала заказ, который вот я через Сбераптеку сделала. Вот. Сейчас покажу. Ну, тут как бы я взяла, ну, аспиринку и парацетамол. Но я взяла, там нельзя как бы выбирать по одной штуке, потому что так бы я парацетамол только один взяла, чтобы просто был. А аспирин у меня уходит довольно быстро. Ну и там можно было только не меньше 5 штук брать, поэтому да. Парацетамол я взяла 5 штук, а аспирин, наверное, штук 10. Также я для собаки взяла свечки, экстракт красавки. Себе взяла рыбий жир. Он у меня еще есть, но как бы необходим.
Так, и заказала вот эти ампулы, аскорбиновая кислота, тоже как бы мне необходимо это, поэтому взяла. Собственно, вот такой был у меня заказ. У нас, конечно, ужасно жарко, и дома сижу просто с ушастиком, там кондиционер включаем, охлаждаем комнату, потом заходим, ну, чтобы не сидеть прямо под кондиционером, не простудиться. Меня сегодня ждал крайне неприятный сюрприз. Мы пришли в студию с ученицей, позанимались и стали выяснять, как там, что будет с новым помещением, потому что месяц назад нам сказали, что студия переезжает, все такое, ну и как бы ничего другого не говорили. Вот. Я еще прокомментировала у них в группе ВКонтакте, что говорю, как здорово, что типа Марьина Роща, как бы отличный район, идеально подходит. Хозяйка студии написала, что это очень хорошо, что все подходит. На прошлой неделе мы оплатили аренду за месяц. Ну, там как бы не требуется, но мы для своего удобства платим за месяц. Они еще раз спросили, что в курсе, что студия переезжает. Я говорю, да, конечно. Ну и как бы все, продлили аренду, проставили, взяли деньги вперед. Мы сегодня приходим, а они говорят, что у нас там не будет аренды. А мы с ними с 2015 года. На Савеловской, на Новослободской. Я так разозлилась, у меня даже ученица, она человек очень спокойный, она так тоже разозлилась, говорит, ну как так, у нас вот в воскресенье должно быть занятие, как так? Почему нельзя было нам сказать об этом? Это ж непорядочно, мы явно не самые плохие арендаторы, мы всегда 100% оплачиваем, даже если не приходим. То есть вообще к нам никогда никаких претензий. Ну, как бы это порядочно сказать, что девочки, возможно, да, там у нас аренды не будет. Потому что, почему я говорю возможно, я больше чем уверена, что сначала они, ну, наверное, оценивали возможность, нужны им арендаторы вообще или нет. Видимо, у них все, слава богу, хорошо, и они поняли, что наконец-то мы им не нужны, потому что помещение уже у них как бы свое. Это, конечно, подлянка. Нет, я понимаю, что они люди неплохие и все такое, как бы, да. Но оказалось, что в этом помещении будет другая студия, и как бы хозяйка этой студии попросила ту хозяйку, что, ну, как бы, чтобы арендаторы остались на тех же условиях. Вроде мы остаемся. Но, честно, стрессом мы огребли по полной, потому что сейчас найти зал, их как бы полно, но как бы и помещение найти, как бы ученица могла бы ко мне приехать, потому что я живу как бы в Восточном округе, у меня хороший как бы зал, все дела, и ко мне удобно ехать. Но прикол в том, что она живет совершенно в противоположной стороне Москвы, и ладно бы у метро, а ей еще до метро нужно на автобусе доехать. То есть у нее дорога реально займет целый час. То есть не целый час, а 1,5 часа. И это как бы не вариант. Понятно, в крайнем случае я готова буду к ней приехать. Ну, в общем, ладно, слава богу, что все наладилось. Собственно, я сегодня задержалась дома, и я думала, я опоздаю минут на 10, на 15, но в итоге я пришла минута в минуту. То есть заранее мы всегда там с ней встречаемся за 20 минут в метро до начала занятий, идем вместе. Ну, видимо, был хороший знак, что чуть не опоздала, но пришла вовремя. Вот такие дела. Устроилась тут в танцевальном зале, занавесила окна, ну, целый день они занавешены. Сейчас буду там видео подписывать, ну, все, что необходимо, добавлять. Вот. Ушастик там спит, еще раскраски, штатив, все валяется. Периодически включаем кондиционер. Ну, хоть как-то. Сейчас решила включить свет, раздвинуть занавески. Вот. Убралась немножко, полы помыла, все пропылесосила. В общем, как-то так у нас. Сейчас вроде хоть такой легкий ветерок подул. Ну,
А это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я вон в сарафане хожу, хотя люблю вообще-то уютные пижамки. Вот, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. Надеюсь, жара скоро спадет. До скорой встречи. Пока-пока.